Всем привет! Вы на канале Spooky Cookie, и совсем недавно разработчики Genshin Impact показали нам мини-превью Натлана. Сегодня мы обсудим, что же не так с новым регионом и почему в комьюнити сравнивают Натлан с игрой Pokemon Go. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем! Длинные дюны с силуэтами черепов павших животных, выглядывающих из моря песков. Бурлящие лавовые реки, пепел, витающий в воздухе и невыносимая жара, от которой персонажи постепенно теряют ХП от перегрева. Все это ожидание игроков от региона войны Натлана, и кажется, им не суждено сбыться. По крайней мере, не после показа мини-тизера, который продемонстрировали нам Hoyoverse. На видео нам показали милых зверюшек, которые плавают в воде и в лаве, роют землю и летают над каньонами, широко расправив мультяшные крылья. В Натлане светит солнце, камни разрисованы этническими рисунками племен, и среди буйства красок бегают милые дракончики с улыбающимися мордочками. Казалось бы, милота да и только. Вот только ожидания многих игроков просто сгорели в огне пира региона, который мы уже успели визуализировать. Безусловно, обо всем регионе по маленькому тизеру мы судить не будем, но обязательно обсудим впечатления, и основное недовольство игроков делится на 3 пункта. Первый и, я думаю, самый главный пункт, из-за которого игроки, включая меня, были не особо впечатлены тизером, это детская графика региона. Особенно это было заметно на контрасте с Фонтейном. По тем кадрам, что нам показали, Геншин походит на какую-то очень милую мобильную игру для детей, где милые зверюшки бегают или плавают на перегонки в ярких локациях. Безусловно, в Genshin играют дети, и для них очень важно делать подходящий возрасту контент. Но а что насчет взрослого комьюнити? Скорее всего, для нас будут тексты, как это было в побочном квесте, нагоняющем жути про Орда Нарциссин Крейтс. Возможно, и в Натлане милый дракончик будет между строк рассказывать нам про рабскую жизнь заурианов. Как вам такое? Естественно, в комьюнити пошла волна недовольства о том, что это регресс графики. В комментариях даже стали ходить шутки на тему, что Натлан напоминает мультфильмы Looney Tunes с погонями хитрого койота и дорожного бегуна, а также игры Pokemon Go и недавно снискавшую популярность Pal Worlds с их тенденцией к взаимодействию с животными. И что с такой тенденцией к мультяшиванию графики Снежная будет выглядеть примерно вот так. Мне, если честно, графика в этом мини-отрывке тоже не совсем пришлась по душе. А как вам? Делитесь в комментариях. Второй пункт недовольства Натланом – невнятные механики, которые были показаны на стриме. Вот мы смотрим на дракончиков со стороны, а вот мы уже как будто управляем ими, цепляясь за точки быстрого перемещения. И тут просто произошло извержение вулкана. Очень многие игроки были недовольны и не хотели отыгрывать геймплей из-за драконов. Я, наверное, прочитала десятки комментариев с надеждой людей, что нам показали этот тизер, чтобы потом все это вырезать из игры. А то, как дракончик цепляется за точки перемещения, зачем-то сравнивали с игрой Человек-паук или новой игрой от конкурентов Hoyoverse Wuthering Waves. Но такие точки быстрого перемещения были введены еще в Сумеру и не слишком отличаются механикой взаимодействия. Вот пример комментария, объясняющий позицию многих игроков, сохраняя конфиденциальность человека. Я еле вынесла часть пустыни Саруш. Это был кошмар, и если здесь будет механика игры за зверюшку, я стреляю в шашлык. И как мы знаем, разработчики Геншина очень любят опробовать новые механики в ивентах перед новым регионом. И давайте вспомним события версии 4.4 «Сквозь хиличурственные земли», где нам приходилось с помощью парящей маски привязываться к хиличурлам, чтобы проникнуть в их лагерь. И это было очень похоже на тестирование механик Натлана. А вы как думаете? Законы войны впаяны в души живых. Проигравший обращен будет в прах, победитель воссияет огнем. Богиня войны потому говорит это путешественнику, что есть у нее на то свои причины. Говорит нам Дайнсли в тизере Тейвата.
А также мы помним, что где-то среди этих мультяшных каньонов находится Капитана, встреча с которым ждут многие игроки. И тут у людей возникают закономерные вопросы. А где это все? Превью не дало той нужной атмосферы мрачности и войны, которая ожидалась от региона, и многие расстроились, предполагая худшее, что весь регион будет таким мультяшным. Мы, конечно же, так судить не будем, поскольку нам показали именно то, что посчитали нужным, ровно как в прошлый раз заинтриговали подводным плаванием, но это совсем не значило, что регион Фонтейна полностью состоял из воды. А каковы ваши впечатления от превью Натлана? Что вам понравилось, что нет? Хотели бы вы уже окунуться в новую культуру? Смело пишите свои мысли в комментариях. Подписывайтесь на канал и ставьте ваши реакции, если вам было интересно. Ну а я не прощаюсь. До новых встреч!